Всем привет, дорогие друзья! Супчик, который мы сегодня с вами приготовим из баранины с тархуном, обладает не только согревающими свойствами, но еще и лечебными. Когда мы делали шашлыки с целого барана, видео я оставлю в описании, у нас остались обрезки, мы специально откладывали на шурпу и на разные супы. Здесь у меня голяшки, шейная часть, лопаточная часть. Также нам понадобится лавровый лист, перец горошком черный и душистый перец. Вот такой вот молодой тархунчик нам понадобится, зелененький, молоденький, ароматный, то, что нужно, самый раз. И репчатый лук. Поэтому в этом блюде вся сила в наваристом бульоне, в простоте и в аромате. Все, тяга пошла. Как закипит у вас вода, притушили на средний огонь и варим баранину 1,5 часа. Нарежем лучок полукольцами. На 10 литров я взял 7-8 луковиц. Лук нарезаем и нужно обжарить на растительном масле. Итак, лук готов, сильно не зажариваем. Так, на свой объем я возьму 4 лавровых листика, щепотку черного перца и штучек 10 душистого перца. Мясо еще не закипело, а пенки уже достаточно. Это не грязь, это свернувшийся белок. Картофель нарезаем мельче, чем обычно. Он должен хорошо в юшке развариться и даст плотность и навар. Для того, чтобы легче было вылавливать зелень, навяжем вот таких пучков. Я хорошо связываю пучок, делаю 1-2 узелка, и никогда у вас ничего не развалится. Пучки у нас готовы. На свой объем у меня получилось вот таких 5 пучочков. Спустя 1,5 часа я мясо достал из бульона. Срезаю его с кости и буду отправлять обратно в бульон порционными кусочками. Там, где у меня косточки мелкие, я отправлю обратно с костями. Там, где у меня будут крупные кости, я мясо все срежу. Мясо мы подготовили, отправляем обратно в бульон, солим, засыпаем все остальные ингредиенты, еще варим 10 минут и подаем. Прям как холодец получилось. Итак, как только картошка закипела, отправляем все остальные специи вместе с тархуном. И курдюк я кинул. Моя задача получить лечебный наваристый бульон. Поэтому, когда у вас будет жир, у вас он может давать молочный такой цвет у бульона. Это не страшно. Но для здоровья этот бульон просто будет бомба. Красота. Ой, а запах тархун пошел с баранины. После того, как картофель разварился, это прошло минут 15, тархун убираем. Он уже все свои свойства отдал. И будем подавать. По традиции дегустируем, но перед дегустацией я хотел сказать по поводу бульона. Бульон у меня получился непрозрачный. А почему? Потому что у меня навар был с жира бараньего.
с костей и мяса, абсолютно разного, как постного, так и не постного. Этот бульон получился лечебный. Бараний жир очень хорошо помогает как всему телу, так и легким, а сегодня это актуально. А если вы хотите получить прозрачный бульон, допустим, в шурпе, тогда вы используете кости и постное мясо. И тогда у вас при любой варке всегда будет бульон прозрачный. Но мы сегодня в такую погоду солнечную, но прохладную будем дегустировать лечебный бульон. Попробуем. Запах от тархуна просто волшебный. Когда он застынет, будет просто стоять слой из жира. Это очень хорошо. Такой бульон нужно есть разогретым, хорошо разогретым, горячим. Поэтому этот бульон и называют бульончик, который согреет и полечит. Отлично, мяско. Попробуем. Ребята, баранина с тархуном — это что-то с чем-то. Обязательно добавляйте курдючный жир, когда варите бульон. Дайте навар, хороший навар, не костный, а именно жировой, который вам поможет. Даст огромный запас энергии вашему телу. Попробуем мясо, кстати, с голяшки. Мяско разваливается. В юшке ничего лишнего. Вот просто наваристый бульон. Кстати, картофель дал такой какой-то плотноватый оттенок. Он здесь в тему. И слышу вот баранину в перемешку с тархуном. Какой это аромат стоит. Я рекомендую вам всем попробовать. Я всем вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на страницу Instagram. Ссылку я оставлю в описании. Ставьте пальцы вверх, либо вниз. До новых встреч. Пока. Мне кажется, такой суп на похмелье вас не только вылечит, но скажет вам: давай повторим.